Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что видят у вас карты? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Яркий человек, запоминающийся человек, блистает. Чем-то вы блистаете. Нравитесь вы окружению, людям, завидуют, возможно, даже вам вашей внешности. Здесь больше о внешности, здесь и о духовности. Вы мечтательны, вы умеете ее, возможно, даже очень хорошо визуализировать. Вы человек, который приходит в жизнь людей не просто так. Вы урок для кого-то, и на сегодняшний день вы являетесь на самом деле находясь в отношениях, для этого человека вы являетесь уроком. Чему-то человек должен от вас научиться. Я бы сказала еще, с кем вы находитесь, да, вы для этого человека являетесь подарок судьбы. Человек должен, по сути, да, золотое слово, вас ценить. Вы достались ему как ценность. Вы ценная звездочка. Здесь показывают человека, который любит изобилие, который любит красивое все, богатое, дорогое. Возможно, очень даже много работаете, готовы работать даже и на нескольких работах, или добиваться многого, целей материального, чтобы себя обеспечить, и не просто обеспечить, а жить как сыр в масле. Здесь женщина, которая не любит, попрошайничать, она пойдет работать сама. А здесь женщина, которая знает себе цену, звездочка. Здесь такая яркая и примечательная внешность. Возможно, даже вы можете ярко краситься или одеваться. Да? Здесь могут проходить такие еще осветленные блондинки, например. Да? Блондинки, которые осветляют волосы или красятся в блондинку. А может и натуральные блондинки. Но здесь есть крашеные волосы. Не у всех, возможно, здесь большинство красят волосы или осветляют в большей степени. Да, может быть, даже и просто именно придаете такое, что выделяет вас, яркость. Это может быть даже и черный цвет, например, черный с отливом синевы. Как-то так. Я вам скажу, у вас род у вас непростой, имеет какую-то силу. Здесь очень много такой молитвы, набожности, поклонения. Какое-то... Здесь кто-то верил в Бога, как посещал посты, да, постоянно, читал молитвы постоянно. И в вашем роду эти люди есть, и они являются на сегодняшний день даже вашей охраной, вашей опекой. Возможно, даже на момент рождения уже около вас. Это дальний род. И, возможно, я бы еще сказала, знатный или известный род. Непростой род. И знаете, у вас и ангелы-хранители, у вас и род, да, в защиту вас. И притом, вы знаете, тут как будто бы та ситуация, которая была в прошлом, именно сложная или острая ситуация. Здесь могло быть, что человек стоял на краю чего-то, на краю, что что-то рухнет под ногами. И вас спасли, вам помогли, вас охраняли. Здесь человек, который умеет и давать, и брать. Да? Здесь есть энергообмен, здесь есть какая-то еще и взаимность. То есть здесь есть какое-то окружение, которое вас почитает, уважает, слушает, возможно. И здесь показывают женщину, она
она очень... Вот иногда у вас бывает такое, что вы как будто бы осеняет вас что-то, да, это какие-то такие благие поступки. Например, это харита, это помощь, например, каким-то социальным фондам. Вот вас бывает, да, вот вы идете, и у вас осеняет добро, вот это вот, именно сделать что-то такое доброе. И вы сами понимаете, скорее всего, да, что потом происходят вот такие какие-то вещи в вашей жизни, вот как будто бы вы сделали когда-то добро, и это добро к вам возвращается. Вы что-то чувствуете, возможно, даже чувствуете, я бы сказала, силу своего рода. Вы человек, который не просто раздает всем налево-направо, да, вы понимаете, кому нужно дать, кому нужно помочь, и вы стараетесь помогать тем, у кого реально какая-то острая ситуация. Есть человек, который не пройдет мимо. Возможно, даже, вот знаете, вас кто-то, может быть, в прошлом обидел, да, или же причинил боль. И из-за этого вот исходят еще такие моменты, да, вот этой какой-то благодарности, вот знаете, как Вселенной. И в то же время, да, понимая, что вы дадите, вы получите какую-то помощь, потому что здесь показывают, что женщина сама справляется с какой-то сложностью. И вы понимаете, что придет помощь вот-вот. Чувствуете, возможно, очень часто, да, в вашей жизни вот проявление вот такой внезапной помощи или вот как выручили вас, вытащили из чего-то. У меня еще идет настойчивость, настырность такая в вашей характеристике, которая и я бы сказала, укрепляет вас, ваш характер, вашу стойкость вот эту. Настойчивость. И поэтому вы можете добиваться больших результатов. Также здесь, вот как, знаете, по карте жизни предписано вам, да, быть или стать знаменитой. Не то, что предписано, а именно вот как пророчество, что быть вам знаменитой. Вы чьи-то желания, кстати, исполняли. Здесь момент материального, да, чьи-то желания. То есть вы попадали в точку. Вы даже дарили подарок или дарите, когда подарки, вот вы попадаете в цель. Не просто, что завалялось и не нужно, а вот именно оно приносит людям какую-то пользу. Или кому-то, да, определенно приносит пользу и нужно это. Или человек об этом мечтал. Неважно, кто это могут быть дети, это могут быть любимые люди, это могут быть друзья, знакомые. Но вот кому вы делали подарки, вот вы знаете, вы делали это с любовью, возможно, или человек вкладывал душу, да, вот от вас именно получал человек то, что именно хотел. Пусть это даже что-то и недорогое, и маленькое, но, знаете, человек чувствовал, что вы не просто вот тяп-ляп это сделали, да, а именно вы вложили душу. Здесь показывает человека, который готов примирять, не готов, а вы примиряете кого-то, кто поссорился или решаете чьи-то какие-то ситуации, может даже семейные. Вы человек, который склонен к адекватному обсуждению какого-то вопроса или спора. Спокойно. Да, доведя это до мира, до какого-то согласия. Вы везунчик. Везунчик даже и в материальном смысле вам везет. Здесь человек, кстати, сейчас вас показывает. Вы пытаетесь брать себя в руки, куда-то идти, направляться. Здесь или направление, или путь, дорога, путешествие. Это даже может быть поездка, переезды, полеты. Куда-то вы собираетесь, планируете. Причем все это, знаете, тщательно обдумываете. И здесь, кстати, вы обдумываете, и кто-то тоже обдумывает вашу дорогу параллельно.
Возможно, даже хочет с вами ехать. Человек, кстати, у вас есть кто-то, да, вот определенно, кто вас ждет, кто вас желает, кто спешит в вашу жизнь также, или человек в вашу жизнь, да, спешит, такой страстный, активный, горячий человек дорог. Да, это человек, который постоянно находится за рулем, ездит куда-то в движении, не сидит на месте. Может быть, вы его даже и знаете, но закрываетесь как-то, уходите. Вы хотите чего-то другого. Вы хотите другого человека. Знаете почему? Потому что вы хотите поменять, даже не поменять, а улучшить свой статус. Вы хотите улучшить свое душевное какое-то положение. На душе не так-то весело. Да, может быть, карман полон, но на душе не весело. Или же, да, вот в целом проигрывается, что есть какое-то внутреннее опустошение или потеря. Здесь вашу потерю восполнит какая-то дорога. Человек, который стремится к заработкам, к большим заработкам, а не маленьким. Вы готовы, я говорю, сразу браться и за несколько проектов, и не спать ночами, и много работать. Главное, да, достичь желаемого. Здесь у кого-то даже может проигрываться, что человек перерабатывает или работает в ночные смены. Но здесь показывают какой-то труд, да, тяжелый труд, моральный это может быть труд, тоже тяжелый. Есть женщина, которая себя очень сильно уважает и ценит, которая не даст себя в обиду. Здесь сама себе защитница. Никто вас не защищает, да, вот защищаете себя здесь только вы сама. И притом здесь еще могут показывать вас в роли, знаете, человека такого, который чем-то управляет. Управленец. Вы можете даже занимать какую-то высокую должность, или же момент работы с какими-то бумагами, но вы над ними, над этими бумагами. Да, здесь очень внутренняя сила, сильная, вернее, внутренняя сила, и у вас нет момента такого сдаваться, у вас всегда это подниматься, вставать, отряхаться, да, и идти дальше. Вы на что-то сейчас такое крупное рассчитываете. Даже мысли у вас о чем-то крупном. Переезд, например, даже. Или получение больших финансов, заработки, разводы. Вот что угодно может быть. Это что-то крупное. Притом, знаете, это не просто проваляться. Это много работы, это может даже и рутина какая-то, и вы об этом понимаете. Чтобы этого достичь или чтобы что-то получить, да, что это будет стоить вот каких-то трудов. Вкладываться надо будет по-трудовому. Если с вами проигрывает портрет, давайте смотреть дальше. Что у вас видят карты? Вы справились с какой-то болезнью. Даже вот я бы сказала, во время вашей работы какой-то, вы, может, даже и не замечали, через вас вот, да, прошло что-то, то, что тяжелое, могло быть вирус, например, какой-нибудь. Но вы этого как-то не замечали, вы очень плотно работали, возможно, даже здесь что-то такое физическая нагрузка могла быть, да даже и спортом занимались, может быть, или поднимали что-то тяжелое. И вы знаете, как будто бы я вижу, что болезнь эта, она как горит, сжигается. Вы перенесли что-то, что даже сами не заметили, но если бы вы, например, ничего не делали, да, она бы прогрессировала, а вы ее как придушили, убили эту болезнь, сожгли. Около вас ходит какой-то
ложный слух. Это неправда. И это может быть место вашей работы или чем вы занимаетесь, деятельности. Притом, знаете, как человек боится вас, трусит, потому что вы очень сильная. И вы знаете, как будто бы человек знает вашу характеристику, что вы все продумываете. И если момент наступит защиты своих границ, то есть когда вы начнете защищать свои границы, вы еще сделаете так, что ему достанется по голове. Также здесь карты показывают обиженную женщину, которая, скорее всего, и есть та самая, которая врет о чем-то на работе. Обиженная в плане чувств, личной жизни. Эта женщина очень любит, она активная, она любит, вот знаете, с нее как, она может и не хотела говорить, но как выскользнула. И вот постоянно в каком-то общении, она постоянно общается, у нее рот не закрывается. И здесь у вас тоже, но здесь ложь. То, что она говорит, это неправда. Что самое интересное, что человек сейчас проходит вот какую-то, хочется сказать, расплату или урок, но продолжает делать какую-то, совершать ошибку. Из-за этого, да, человек не удовлетворен своей жизнью. Не получается что-то в личной жизни. Из-за того, что по своей характеристике он какой-то такой, да, и ему дали урок, например, но человек не понял и продолжает дальше. Еще урок, он не понял и продолжает дальше, он не меняется. Эта женщина не меняется. Она, кстати, у вас где-то на глазах. То есть вы ее видите, возможно, даже между вами есть какое-то общение или перекидываетесь словами. Притом, знаете, она называет себя очень такой мудрый и порядочный. Карта около вас видит мужчину, у которого разрушилась семейная жизнь из-за какого-то тоже обмана, из-за, возможно, предательства или измены. Чего он смотрит? Он хотел сохранить семью. Здесь есть какие-то вклады, здесь что-то, вот знаете, как уже отработано у него там, в этой семье. И тут резко это все разрушилось. И смотря на вас, человек начинает... Вы нравитесь человеку, но у человека даже подозрения, да, такие, что вот он смотрит на разных женщин, и в том числе на вас. И вот здесь определенно это общее, да, что под общим углом смотрит на всех женщин, что все женщины такие, предательницы. И он уже боится. Притом, знаете, вы нравитесь, но он даже и к вам боится, потому что уже кажется, что если я что-то начну опять делать, вкладываться, то это все опять разрушится. Да, вот как будто это бесконечно и со всеми. А вы нравитесь ему. Человек вот занимается каким-то накопительством, очень много работает, куда-то вот реально деньги вкладывает или копит, может, инвестирует. Но у него предположение, да, он хочет простроить серьезные отношения. Но у него, знаете, как больше тут измена, если спросить, из-за чего это измена, из-за того, что мужик постоянно работает, его постоянно нету в поле зрения.
И здесь вот мужчина вот как будто бы, знаете, не касается семьи, потому что у него дела, работа, разъезды или еще что-то, все что-то, какие-то деньги крутятся. Да, он денежный, возможно, даже богатый человек, влиятельный человек. Но это человек, вы знаете, может даже вот IT, да, постоянно в этом компьютере. Но ничего, то, что касается семьи, вот дал денежку и ушел. И вот как будто бы ничего не должен, да, вот как будто бы там все постараются. А вот у него опять дела. И я не удивляюсь, что здесь наступает развод, измена. Вот знаете, и вот на женщину он смотрит косо, что все такие предательницы. А всего-то навсего здесь нужно было просто вовремя находиться рядом. Тут показывает и женщина, да, тоже о чем-то плачет. И вот также, да, если вы вступитесь в отношениях с этим мужчиной, это опять повторится. И не зря он об этом думает и предполагает, но он не предполагает о том, что в семью нужно не только материально вкладываться, но и морально тоже. И вот вы цель. Да, познакомиться с вами или начать с вами общение, но к чему-то привести это к серьезному. Но есть барьер, это страх. Страх, что опять повторится какой-то треугольник, или вы там найдете какого-то Васю, понимаете? А я тут вкладывался. Он обижен на всех женщин, вот в целом. Он где-то около вас крутится, возможно, даже ведет какое-то, да, наблюдение. Здесь есть и физический тоже интерес. И человек, знаете, вот тоже бы рад бы погулять, поизменять, но это он понимает, что я не такой. Вот мне иногда, да, вот как он думает, хочется вот именно, да, отомстить этим женщинам, да, тоже пойти гулять. Но просто я не такой, я не могу, да, я не могу себе этого позволить, потому что я не такой. Вот о чем-то он думает, у него, знаете, вот какая-то фикса, да, зафиксировано где-то что-то определенное, и все. Но шире подумать, почему, глубину, здесь нету такого. Здесь вот какой-то, может, поверхностное. Муж работает, жена дома с детьми. И все. Да, кинул как подачку на стол. И вот сама там справляйся со всем. И так далее. Я пошел опять работать. А потом приходит, да, а жена уже с другим, извиняюсь, хахалем сидит, понимаете, и развлекается. Потому что не чувствует, да, рядом никого с собой. А вот он начинает сваливать вину на нее, вот что она такая стервоза такая, да, гуляет налево-направо. Он с вами хочет простраивать какие-то серьезные отношения или надежды есть. Но есть страх, что вы измените тоже, что вы все одинаковы. Ладно, это прям по одному и тому же кругу крутится. Все одинаковые, в общем, для него женщины. Кстати, это может быть скорее Телец, Козерог или Дева. Да, это человек такой прагматик. Все просчитывать. Ой, слушайте, он сейчас находится в состоянии, я бы сказала, 0. Точка отсчета. Что-то закончилось в его жизни. Возможно, даже уже человек на стадии, да, или уже в разводе. Развелся, но со скандалом каким-то. Ему надо бы сейчас залечить все раны и хорошо подумать над этой жизнью, а не сразу же впутываться в новые отношения. Вы имеете женскую гордость. И это самое важное. Вы имеете сейчас определенно какие-то свои цели, но они никак не связаны с чувствами. Вам надо исполнить именно то, что, да, есть какая-то у вас миссия, есть у вас или определенная какая-то цель, вы хотите сейчас добиться этого. Но при том не теряя семью или не уходя от семьи, да, то есть далеко. То есть быть и там, и работать, и стараться о семье.
Здесь скорее даже... Здесь показывает ваше будущее, что вы здесь одна в любом случае нет, не останетесь. Здесь вас показывают в кругу семьи. У кого-то здесь показывают, вы знаете, как девочка, дочь переехала к маме, да, и вот после развода она живет с мамой. Тоже вариант. У кого-то здесь идет момент соединения со своими родственниками, с которыми, возможно, вы находитесь на расстоянии, или поездка, а может даже поехали и остались у них жить, да, кто знает. Вы, кстати, обошли какой-то обман от какого-то человека, от женщины. Она хотела обмануть вас, но обманула она себя. Притом здесь выходит дьявол. Здесь был такой коварный план вас обмануть, вас скрутить, отодвинуть вас от какой-то цели, к которой вы стремились, и забрать у вас что-то. Не получилось. Здесь вы остались при своем, а у нее получилось так, что что-то она потеряла. Или что-то забрали, хочется сказать, с процентами. Дьявол, он дает, но как взаим, да, или в долг, но забирает с большими процентами. И при том в тот час, когда вы этого не ожидаете. Или в самый наихудший час. И так плохо, да еще хуже. Вот тут дьявол именно делает так. Не смотрите, да, вот сейчас на того, который только разошелся, туда смотреть не надо, и это бессмысленно. Здесь вот показывают у вас, да, вас или познакомит кто-то, да, или через кого-то. Это может даже через родственников. У вас отношения начнутся на таком, я бы сказала, романтическом и плавном уровне. Даже вы не будете подразумевать об этих отношениях, да, что они приведут к чему-то серьезному. Здесь может даже просто быть гражданский брак, неофициальный, да, вот так вместе живем. Вот. А кто уже находится в отношениях, здесь карты показывают, что вы куда-то с семьей отправитесь или переедете. Вы не будете на том месте топтаться, потому что именно топтаться, здесь какой-то один и тот же замкнутый круг может быть. И здесь будет вот вероятность того, что тот, с кем вы живете, и к вам, и к нему одновременно придет или одно и то же сообщение, или в принципе мысль. И вы пойдете вот по этой мысли или идея. Да, у вас пришла идея, и у него сразу же, он как раз об этом думал. И вы будете поступать по этой идее. Притом плюс, здесь показывают одни плюсы. Дерзайте, хочется сказать, быстро дерзайте. Да? Вот как придет эта идея. А вот кто одинок, здесь вот показывает, когда женщина приобретает для себя и любовь, да, и отношения. Притом вот здесь какие-то деньги идут, или свои заработки, или мужчина приносит деньги. Здесь какое-то пополнение не только финансовой казны, но и чувственной казны. Вам дорогу вот несколько раз кто-то вот пытался, да, перекрывать. У меня такое чувство, что вот эта вот дама-то и перекрывала вам дорогу. Как плевала в спину. Знаете, вот человек может или материться, или выпивать, или, да, иметь какие-то зависимости в целом. Курение, выпивки. Вы останетесь при своем и даже больше. Кстати, вы вот являетесь для людей еще, здесь такая икона, показатель, идол или образец для подражания. Вот вы для людей будете являться именно, может быть, уже сейчас, да, карта звезда же была. Скорее всего, на вас равняются люди, пытаются вот с вас что-то скопировать, взять, у вас какие-то идеи перенять. Вы умничка. Здесь показывает женщина умничка. Насчет вчерашнего видео я хотела по поводу колечка. Вот когда идет поток,
когда я раскладываю расклад, очень сложно, когда я начинаю рассказывать о каком-то ритуале, поэтому я перепутала насчет пальцев, я реально ошиблась. Но, да, есть такое правило, что вот, например, в Европе носят обручальные кольца на левой руке, в России на правой. Но, да, так как мы не родились здесь, да, мы не являемся, например, немцами, там, чехами, например, да, и так далее, для нас не левая рука, а именно правая. На правой руке мы носим обручальные кольца. Но опять-таки, да, видео может переведено быть на нескольких языках, поэтому если смотрят, например, иностранные жители, немец, например, человек смотрит, да, то есть у них вот принято на левой руке носить. Вот. Носите на той руке, где носится обручальное кольцо в вашей стране, вот так это скажем, будет правильнее. Можете даже загуглить, посмотреть, да, на какой руке носится вот в нашей-то стране обручальное колечко. Это ритуал для привлечения не только стабильного человека в вашу жизнь, но и стабильности в целом. Да, это касается и материального тоже. Носится золотое колечко или серебряное, но я рекомендую носить лучше золотое колечко на безымянном пальчике, на том, где носится обручальное колечко. Вот. Если вы уже находитесь замужем, у вас есть обручальное кольцо, вы можете одеть второе колечко. То есть 2 колечка никто не отменял на одном пальчике. Также бывает в этом ритуале еще присутствует, что носят на 2 безымянных пальцах. Но самое лучшее на одном. Именно на том, вот, в котором месте вы находитесь, в какой стране, да, и какому вероисповеданию вы предназначены. Вот так и носите. Вот если вы русская, в России вы находитесь, или вы русская в Германии находитесь, то на правой руке. Это для привлечения в свою жизнь мужчины или женщины, смотря кто смотрит. Для постоянных отношений, не для временных, не для тех товарищей, которые пришли на 5 минут задержаться. Вот так. Здесь, вот знаете, вот вы женщина, у которой вот идет какая-то похвала. Да, чем-то вы будете хвалиться, или вас вот будут очень сильно хвалить. Возможно, даже уже сейчас вас уже в чем-то хвалят, аплодируют. Возможно, даже есть у вас определенно какой-то свой круг общения, или даже свой круг, вот хочется сказать слово, подписчиков. Может быть, вы блогер, да, или не обязательно блогер. Может быть, вы певец, певица, неважно. Но здесь есть определенно какие-то ваши почитатели. У вас будет много денег, очень много денег. Здесь я говорю, что вы помогаете уже сейчас кому-то, и вы будете больше получать. Но вот когда помогаете, никогда не думайте о том, это корысть называется, да, что мне это вернется. Не думайте об этом. Если помогаете, помогайте от чистого сердца. У вас будет все. Вот здесь даже я бы сказала и больше, чем. Здесь вас будут любить, здесь вас будут на руках носить. Даже ваш мужчина вас будет носить на ручках, ценить вас. Здесь женщине удается быть одновременно и красивой, и в то же время, да, вот она успевает все сделать, да, разные какие-то дела. Здесь очень много какой-то активности, здесь много каких-то, я бы сказала, идей, воплощения этих идей, проектов. У вас, знаете, такая жилка еще, денежная жилка. Вот вы знаете, где заработать денежку. Вы знаете, из чего, как можно приумножить. Вот это у вас есть, и у вас это получится. И притом, знаете, открыв один проект, у вас еще что-то будет. Или уже есть проект, и у вас еще дополнительно что-то будет. Притом это отовсюду деньги идут или из разных источников. Здесь показывает, что мужчина тоже здесь вас
в вас вкладывается, вас содержит, может, даже, да, или в вас вкладывается. Здесь вижу, что мужчина вам что-то преподносит, несет. Кстати, здесь не только мужчина. Я говорю, здесь идет какая-то слава, и определенно здесь как будто бы кто-то вам что-то дарит. Цветы, подарки, может, донаты, что угодно. Здесь отовсюду, да, или вы зарабатываете из разных каких-то мест, но везде вы популярны. Там какая-то известность, и она вам что-то приносит, да, это не просто вы известны, это что-то вы получаете. Здесь очень красивая женщина. Здесь, кстати, может быть даже изменение внешности. Кстати, очень часто выходит в раскладах изменение внешности. Или, возможно, одни и те же люди смотрят, потому что проекция одна и та же вот выходит, что вы что-то себе меняете. Здесь по красоте. Одежки, да, здесь дорогие одежки. Ой, как вы любите эту жизнь. Ну, тут, смотрите, здесь везде вы. Да, мужчина где-то там есть, люблю, но вот как-то то такое выделение себя. И здесь однозначно, да, скорее всего, даже я бы сказала больше. Может даже, да, быть так, что больше зарабатывает женщина. И она гордится собой. И здесь очень много достижений и получения всего это благодаря вам. У вас уже сейчас, скорее всего, вот тот проект, говорю, который еще будет дополнительный, что-то вы еще будете делать, чем-то заниматься, уже сейчас об этом идет или речь, вы об этом говорите, или вы что-то уже сейчас планируете насчет будущего. И, кстати, то, о чем вы сейчас переживаете, этого не будет вообще, это как испариться. Это вот просто уйдет из вашей жизни, о чем вы сейчас плачете. Здесь будет больше чем. Здесь, я бы сказала, вы будете очень сильно гордиться собой. И кто-то будет гордиться вами, что вы такая. Очень много здесь денег, вот это сразу. Но вот говорят, богатые жадные. Нет, богатые, понимаете, вот знаешь, что человек богат, да, и понимаешь, что к нему бегут просить. И вот вы, знаете, вот как все, моя кубышка закрыта, я здесь не харита, да, всем налево-направо раздавать. И если у меня что-то получилось, чего-то я добилась, это не говорит о том, что да, у меня нужно просить, и я всем все дам. Вот такое идет. Вы даете, помогаете, но не деньгами, а чем-то. И вы поступаете разумно, да. Вот если у человека не было стиральной машины, вы подарите стиральную машину, но не дадите деньги на стиральную машину. Вот как-то так. И помогайте тем, кто реально требует помощи. А на вас будут говорить, что вы жадные стали. Чем богаче вы, тем жаднее. Да? Или вот, посмотри, она разбогатела, да, зазналась. Вы не зазнались. Вы понимаете, что вас хотят использовать. Вы защищаете свои границы. Около вас, кстати, показывает человека, возможно, это даже защитник какой-то ваш. А может и security, да, охрана. Но здесь больше какой-то мужчина вас будет защищать перед вот какими-то людьми, которые у вас чего-то просят. Здесь у вас сразу же из-за денег появляется много планов. Аж голова болит. Вы такая вся денежки, знаете куда? Даже не то, что в семью, а вот на свой банковский счет, даже на сохранение. Потому что здесь вы, вот знаете, вы умеете рассчитывать, вести вот эту вот финансовую домашнюю бухгалтерию своего кошелька. И здесь женщина чего-то вот, знаете, как распланирует. И держите деньги в секрете. Вот даже от близких в секрете держите.
ничего это не даст, кроме того, что деньги, да, вот говорят, деньги зло. Деньги на самом деле могут дать зло. В том плане, что люди могут завидовать или пытаться вот как-то на вас выезжать. Или за ваш счет. Поэтому ухо востро здесь с деньгами. И по чувствам тоже. Здесь показывает, что у вас много и всего, и вот и много, вот даже голова болит. Вот знаете, бывает у людей много денег, но они не знают, куда их инвестировать, и голова болит от этого. Вот здесь вот показывает, когда вы в таком состоянии находитесь, когда то нестабильно, это нестабильно, вот какое-то такое, да, туда хотела вложить, но это нестабильно. Вот как-то голова от этого болит. Ни о чем таком серьезном в плане того, что, да, там расстройство какое-то, депрессия. Нет, здесь будет голова болеть у вас, как эти деньги или сохранить, да, или вот чтобы они, может быть, и приносили что-то, вот какое-то такое, да, или куда инвестировать, что будет выгоднее, чтобы не потерять. Здесь какой-то еще и страх за деньги. У вас сразу в кругу появляются мужчины, похожие на вас или достойные вас. Денежные тоже. Здесь другой круг. Знаете, как здесь выходит? Странно так, ну, хотя я не удивляюсь, да, здесь может и такое проиграться, что вы с кем вот начинали что-то, притом вы начинали все делали сама, но рядом с вами кто-то был, вот как будто бы вы переплюнете его планку и уйдете. То есть вы зарабатываете намного больше, и вы знаете, вам как-то будет не по себе в этих отношениях. Намного больше. И вы уйдете. Но здесь показывают, около вас будет человек, который вашего уровня по финансам. Здесь для вас, вот знаете, вы раньше думали, что деньги не имеют значения, но здесь вы придадите значение деньгам, что это важно. Да, когда у женщины занимает больший статус, она не может долго находиться в отношениях мужчины, который ничего не добивается, ни к чему не стремится, в принципе. Вы почувствуете такое, что мне лучше быть тогда самой, да, или с мужчиной, который будет достигать моего уровня или быть выше моего уровня. Вы, возможно, даже почувствуете в отношениях, да, вот как какой-то обман или же, да, можете потерпеть и предательство. Здесь можете много работать, идя к этим деньгам. Вот помните, как мы сегодня на раскладе говорили про мужчину, который много работает, и вот семью не видит, но он работает, он не изменяет, не шляется где-то. Он работает, он приносит деньги домой, кладет их на стол, но опять убегает на эту работу. И его, как правило, нету. Теоретически женщина себя чувствует, она не то чтобы ей скучно, от жиру бесится, нет. Она хочет видеть с собой рядом чувства и эмоции. Вот тут, вы знаете, вы вот как переработали. Да, вы заработаете много, но вот вы как переработали, вы поняли, что вы настолько переработали, что переработали того человека, который рядом с вами. И вам уже с этим человеком становится неинтересно. Может быть, даже, да, здесь почувствуете какой-то обман или вот почувствуете, что вас разводят высшие силы с этим человеком. Человек начнет себя в ваш адрес вести совершенно иначе, да, или покажет свое не то что истинное лицо, а вот именно проявятся в нем такие какие-то... Дай людям деньги и узнаешь, кто они. Вот, да, и вот вы как бы дали деньги этому мужчине и увидели, какой он. То есть вы обо всем позаботились, а мужчина свесил ножки. Он понимает, что она обо мне позаботится. Она же у нас такая всемогущая. И вот тут на фоне этого, да, может что-то такое произойти. Не хочу заговаривать, но тут вот может быть даже вот как измены, да, или вот какие-то такие вещи.
что вам не понравится. И вы вот поставите определенно какую-то жирную точку. Притом, знаете, здесь показывает человека, который, в принципе, и не боится. Не боится этого даже обмана. Он переступает и идет дальше. Потому вот здесь груз, как это называют, чемодан без ручки, да, вот человек оказывается для вас просто чемодан без ручки. Вот вроде и есть, но как бы и нету. Вот так вот. Но нести все же приходится. Или нести ответственность даже. Ну, обижаться нужно на себя, а здесь показывает, что на вас будет обида. А обижаться нужно на себя. На себя. Знаете, вот в какой-то степени вы даже вот выдвинете какой-то, я бы сказала, жирная черта, расставить все точки над «и». Здесь какой-то вывод, заключение. Но что самое интересное, да, человек обижается на вас. Здесь какое-то признание может быть в любви. Но вы здесь, получается, не хотите возобновления, вы идете снова в свою работу, вы занимаетесь какими-то своими делами. Вам хорошо и одной, потому что около вас кто-то есть, и много кто есть. Здесь человека греют деньги, то есть вас будут греть деньги. Там еще шел мужчина по вашему статусу. Сейчас мы подробнее посмотрим. Здесь показывает разбитое сердце. То есть чему быть, тому не миновать, понимаете? Но вы это, как сказать, это для кого-то было бы больно, но у вас есть, вот хочется сказать, или запасной аэродром, да, или вот на самом деле ресурсы, которые вот как-то у вас нет чувства тревоги. Да, а то бывают отношения, когда ничего нету, особенно вот и у женщины, да, и плюс еще и мужчина поступил именно предатель, предал, да, и она вот и не хочет, чтобы и по ней топтались, и идти некуда. И вот тут вот та ситуация, когда вам будет плевать. Да, сделали больно, но тем самым стало сильнее. Вот такое. Опять это, слушайте. Но я говорю, эта ситуация, вот сейчас то, что я говорила, она и проецируется здесь. Эта ситуация вообще спокойно выровняется, поэтому переживать за это не стоит. Это вот, знаете, как вам кто-то покажет язык, но вы же не будете злиться. Да, неприятно, ну и все. Вот так вот. Здесь может быть и измена. В большом случае, да. Здесь могут быть дети, совместные дети в будущем от этого человека или в принципе. Да, здесь ответственность. И знаете, такое чувство, что вы еще... Вот чем дальше, тем больше. Чем дальше вы идете по жизни, тем вы умнее становитесь. Здесь вот такая женщина, которая сохраняет свое какое-то благополучие, пространство в целости. И здесь есть какая-то ответственность. Это могут быть дети, на самом деле. Но вы вот знаете как? Такое чувство, как будто бы под этой королевой, императрицей, все слуги. И вот этот мужчина вот как будто остается, знаете, вот как прислужник. Да, подотри сопельки, переобуй, переодень, да, а вот вы вот занимаетесь какой-то деятельностью. Тот, который сделал больно, да, с которым вы разошлись, возможно, тоже будет впрягаться и помогать в чем-то. Но и вам это будет тоже идти в пользу, в вашу какую-то славу, в ваш какой-то успех, да, то, что он будет впрягаться, помогать.
но отношений у вас не будет, вы разойдетесь, да, это может даже на расстоянии. То есть вы живете на расстоянии, он приходит, да, смотрит, например, за детьми. Вам это в помощь, да, кому-то это реально женщине в помощь. У женщины в руках власть. Показывает, что в ваших руках будет власть. Вот как вы захотите, хочешь помогать, помогай. Не хочешь, ну и до свидания. Да, мне нянечка поможет, мне там родственники помогут, там еще как-то, да. Ну вот у вас есть всегда как выкрутиться, но в то же время, да, здесь показывают у ваших ног как вот этого прошлого мужчину, который, возможно, предал. А может быть, и изменил. Вы не считаете с ним серьезно вообще. Для вас это муравей. И знаете, вот человек будет что-то с вами выяснять, какие-то отношения, вам вообще не интересно. Детский сад. Да. Возможно, даже тут нет такого слова оправдываться, да, или чувствовать себя виноватым. Нет, в этом мужчине этого нет. Здесь идет, что человек будет отстаивать свою неправду. Вот он неправду говорит, и он будет это отстаивать. Козел, да? А вы свои денежные интересы будете. Вы при денежных своих интересах. Вы при выгоде. Да, вы обижены, вам неприятно, но боль вам делает лучше. В плане того, что вы получаете больше из-за этой боли. То есть, чем, я заметила, вот очень часто, да, чем сильнее жизнь нас бьет, тем делает она нас сильнее. И вот за счет этой ситуации, как бы не хотелось бы обзываться, да, на этого козла, но в итоге вы поймете, что вам это принесло же выгоды, в принципе. Да, благодаря этим ситуациям или даже находясь в этих отношениях, вы себя в чем-то выработаете намного лучше. Не будь этого Васька около вас, да, будь другой, может быть, вы бы и не получили то, о чем вы желали, да, или не имели бы какую-то безопасность под своими ногами. Даже если он лежал на диване, но вы впрягались, да, то есть та ситуация уже сама в целом заставляла вас к чему-то идти, и вы к этому пришли, и вы добились. Но опять-таки, если бы этот Васек, диванный Васек, да, впрягался бы, вы бы, может быть, расслабились бы, ничего не делали, и ни к чему бы не пришли. Вот понимаете, как это все работает? Закон подлости называется, но все же он работает. Здесь даже такие мудрые мысли приходят по этому поводу. Да, вы понимаете, вы четко понимаете, что вы делаете. И даже здесь женщина не просто помудрела, вот она как будто все противные ситуации использует выгоду для себя. Даже неприятные, даже какие-то, может быть, и острые. Она использует это вот выгоду, да, это вот как есть, выкидывают пластик, стекла, а потом перерабатывают и делают из них что-то, да, определенно новое, красивое, может даже и часы. Понимаете, это как говорят, как говорили там в рекламе, что мы использовали там сколько-то пластиковых бутылок из-под ваших соков и так далее, которые вы выкидываете, кроссовочки, которые стоят вот столько-столько, да, намного дороже, чем в совокупности все эти бутылочки, которые вы нам сдали, да, помятые, расквашенные. Вот здесь вот так. Вы извлекаете из всего пользу. Здесь, смотрите, вы едете и кого-то с собой везете, да, куда-то. Вы не одна куда-то отправляетесь. Это могут быть дети, родственники. Вы куда-то с собой кого-то повезете. Притом показывает далеко. Рядом с вами будет присутствовать мужчина. Опять мужчина, да. Для любви. Но вам любовь не важна. Вы такая: любите меня, любите, но я еще и вот... Вы вся в каких-то делах, вся такая умная, вся такая вот какая-то информация. Вы читаете где-то нон-стоп какую-то информацию, связанную с вашей деятельностью. Вы вся в работе, делах. Теперь вы вся в делах вот тут такая. Понимаете?
А рядом с вами мужчина, который вас любит. О, здесь сколько мужчин, слушайте, тут сразу же к вам будут так хитро прогибаться, чтобы к вам попасть, чтобы с вами чего-то там замутить, чтобы вас окружить своей любовью. Один будет однозначно хитер, очень мужчина, потому что человек от вас хочет физической близости, только физической близости. Второй хочет именно серьезных отношений, но наткнется на кого-то, кто будет рядом с вами. Не то, что наткнется, узнает, что у вас кто-то есть. Захочет даже быть третьим. Слушайте, здесь может быть такое, да, что человек захочет быть с вами. Или иметь с вами какие-то отношения, даже при том, что у вас кто-то есть. У вас один и на всю жизнь. Все, точка. У меня один и на всю жизнь. Но я вам сразу говорю, знакомства с вами будут вот так вот. Вы женщина, которая излучает из себя любовь. Из вас просто, не просто идет любовь, из вас колышет эта любовь. Притом вы еще такая стратег, деловая, да, там вся в делах. Денежку зарабатываете, к своим целям стремитесь, куда-то прорываетесь. На вас будут говорить плохие слова. А вы будете отстаивать, защищать себя. Даже вот знаете, у кого-то может быть юрисдикция, что кто-то на вас наклевещет. Будьте аккуратны по бумагам. То есть написал заявление, да, человек, например, или еще что-то, это клевета, и эта клевета вскроется. Потому что человек жадный до денег и хочет от вас какие-то деньги. Вы знаете, вот что самое интересное, вы такая женщина, которая знает все уязвимые места своих врагов. И вот вы будете конкретно бить туда, в эту цель, дабы добить, да, дабы разрушить. Вы не будете просто стоять или мне наплевать, я с ним не общаюсь. Вы будете именно вот возвращать так, как должно быть, да, по долгам, по делам вашим да воздастся. Вот как-то так, потому что здесь на вашей стороне будут какие-то правоохранительные органы, юристы, адвокаты могут быть. Но вы будете бить ровно в цель. Вы ощущаете, чувствуете, где больное место у человека. Вы даже вот знаете, таких людей, которые психически невменяемые, но на вид кажутся нормальными, вы считываете, да, их какую-то болезнь или что в них что-то есть ненормальное или неадекватное. И вы будете бить прям по самому больному. Ну, вы человек, который, я говорю, палец в рот не клади, вы не такая, которая, да ладно, вы будете здесь отстаивать свое по праву. И вы будете получать то, что вам по праву. Понимаете? У вас показывают большую семью. Здесь может быть даже несколько детей. Из прошлого женщина в вашей жизни отзовется, которая на вас злится. Я бы сказала, которая на вас даже посылала вот что-то магическое. Вы можете почувствовать ее влияние через состояние здоровья, или вы знаете, как оно опять возобновится, у вас улучшится. Но смотрите, вы почувствуете, когда у вас вот все одно за другим происходит. И дети болеют, и работа встала, и еще что-то, и машина сломалась, да, все в одночасье. Но это все потом мгновенно и
возобновляется. Вот здесь вот, когда вы почувствуете, что в одночасье все сразу и насыпалось разом, это разом может быть и не только за один день, да, всю неделю у меня вот то, сё, 5-е, 10-е. Почиститесь, элементарно сами почиститесь. Вам никуда ходить не надо. Вы самостоятельно справитесь. Есть у нас универсальная чистка. Кто знает, тот знает «Отче наш». Кто не знает, переходите в Телеграм, закрепленных ищите. Чистка по «Отче наш». У кого другая вера, не православная, свою молитву читаете столько раз, сколько вам лет. Вот зайдите, посмотрите, да, и вот именно «Отче наш» замените на свою молитву. Это то же самое. То же самое. Вот именно в тот момент, когда эту чистку можно проводить и как профилактику. Но если у вас нету на это времени, вот именно когда вот такое начинает происходить, это вам ставят подножку, это на вас воздействует, вы понимаете это. Именно почиститесь. Можете поставить защиту, повесить красную алую нить, вернее завязать на левое запястье руки алую. Не темно-красную, а алую красную нить. Заговорить ее тоже в закрепленных в Телеграме, в Телеграм-канале есть. Здесь все возобновится по колесу фортуны. Да, здесь вы ничего не потеряете, но вы почувствуете именно, что вот все вот как... Знаете, вот что даже самое интересное может... Как можно магические воздействия проверять? Да, то есть так хотя бы, когда происходит в жизни, и вы не понимаете, что это такое. Вот даже во время этого, да, там пришла бумажка такая-то, то-то, все поганое там делается, да, или бумажка, имею в виду, штраф какой-нибудь, и все поганое делается, что-то сломалось. Но потом вы почистились, да, и вы одновременно увидите, как вещь, какая-то электрическая даже техника не работала, сломалась в этот момент, да, и реально она сломалась, и сколько раз не заводила, да, она не заводилась, там не работала, а потом в одночасье, да, как я почистилась, она заработала. Вот как это так, да? Это же феноменально, это же не из физического мира. И вот тоже вы даже, просто я говорю не то, что как проверить, да, а вот вы заметите, если вот такие какие-то детальки, вы поймете, что это не просто так, это воздействие, да, потому что все вокруг еще помимо этого, помимо этой техники происходило именно негативное. Но в одночасье все сразу же потом эти все проблемы и разрешились. Это даже, может быть, наложили штраф, сказали, что у вас проценты там пойдут и все такое. И в одночасье появились деньги, вы заплатили, да, как почистились, появились деньги, вы заплатили. И вам сказали, что нет, не надо проценты, да, например. А как? Было же написано черным по белому, что еще и проценты заплатить. Восстановление отношений у вас с кем-то идет из прошлого. Причем это родственники могут быть, друзья. Восстановление сил, и одновременно это вот как одно за другое, да, цепочка. У вас и силы появляются, и финансовое положение. Но финансовое положение у вас намного улучшится, я вам сразу говорю. Здесь за счет вашей какой-то популярности и славы. Что у нас горит? Горят какие-то... Вам молиться надо. Вот, кстати, знаете, даже вот не то, что молиться, здесь вот проведите данную чистку, да, вот когда на самом деле почувствуете что-то неладное в своей жизни. Вы, возможно, даже увидите, проявится ваш враг, наяву проявится, кто пакостит. Потому что, знаете, здесь влияние может быть идти даже на вашу личную жизнь, на ваши отношения. Вы почувствуете, что человек резко как подменили его, да, вашего мужчину, например. Или же состояние здоровья может у всех ухудшиться одновременно. Вся семья заболела.
Вы будете под присмотром какого-то мужчины. За вами присматривает мужчина. Возможно, даже возобновляют ваши силы. Это могут быть даже, вот знаете, вы можете обратиться к какому-то мастеру, который будет вам помогать, который будет вас направлять или который вам даст дельный совет, мудрый совет, возможно, даже что-то, инструмент. Вот хочется, да, сказать, вот есть, например, некоторые мастера дают, бывают в дополнение инструменты. Лепешку, например, да, хлебную. Или же расчески деревянные. Но не обязательно, что что-то из этого, может, и из этого инструмента. И здесь вот показывает, что вот как будто бы или даст направление, да, или даст вот вам в руки какой-то инструмент. Этот инструмент может быть талисманом вашим, да. Если это направление, то это правильное направление. Это именно то, куда стоит целиться. Послушайте внимательно, и это для вас. Здесь вот как ваше состояние мгновенно улучшится. Все расставится по местам. У вас, кстати, мстители из прошлого в основном, да, и это могут быть не только... Здесь и мужчины, и женщины. И вот, знаете, люди, которые и сами могут говорить что-то, да, может быть, заговоры читать, или же люди, которые могут ходить к мастерам. Но здесь больше, скорее всего, будут сами пользоваться какими-то заговорами из книжек. Это даже, кстати, у вас вот есть родственники, которые могут вот реально вас ненавидеть. Родственники. Бывает, и родная мать даже ненавидит, понимаете? Не то чтобы родственники. Вот бывают сестры, братья, кто угодно. Но вы от этого избавитесь. Избавитесь самостоятельно. У вас все инструменты есть. Притом, да, вы можете посещать и мастеров. Вы мастеров. А если посетить, то у вас здесь именно нужное направление идет какое-то. Нужный совет вовремя. Последнее. Преодоление каких-то сложностей. Вам все дается, вот знаете, как через тернии к звездам. И пашете, работаете, не просто работаете, пашете, прорываетесь, вот все с такой силой, ну, добиваетесь. И здесь момент такой, что вы прорветесь через тернии к звездам, к победе своей. Вот такой вот был у нас сегодня расклад, и огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе, и до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.